Всем привет, ребята, гости нашего канала и преданные подписчики. Мы сейчас находимся на медиа-дне состава Na'Vi по Dota 2. Вот возле меня Айсберг, он же Богдан. И мы наконец-то приступаем к записи этого интервью. Бодь, ты так активно участвуешь в медийке, все к тебе обращаются. Ты вроде как даже за эту всю инициативу. Расскажи, как ты относишься к всем этим медиа-активностям, проявлениям? Ну, есть игроки в нашей команде, которые не особо хотят в медийку вступать. Контакт с медийкой. Ну, им придется. Ну, да, но по минимуму. То есть я беру удар на себя. Но тебе нравится? Я не сказал или... бы, да, мне нравится, конечно же, но я не знаю. А дача хорошая, почему бы и нет? Супер, тогда мы будем это эксплуатировать. Но вообще, на самом деле, хотелось поговорить о довольно серьезных темах, затронуть какое-то психоэмоциональное состояние вообще дотеров на сцене. Недавно во многих интервью после ухода Алохи ты рассказал о том, что действительно у него пропало желание играть в доту, да и он, в принципе, это не отрицает, естественно. Чувствовал ли ты когда-либо такое же состояние? То есть ты можешь его понять? Был ли у тебя момент, когда ты действительно делал перерыв и чувствовал, что ты в кризисе? Когда это было? Да много, но после International 2018 года у меня такое было. Ну, вот дотеры, у них все очень просто. У них все заключается в одном турнире. То есть все остальное — это подготовка к этому турниру. Ну, ты готовишься, в принципе, как ты выступил на Инте, вот, в принципе, так и год прошел для тебя, для дотера. Вот, в принципе, и так все происходит. А Илюха увидел, Инта не будет, Инт закончился из-за короны. Ну, и он решил все-таки, да. Ну, он же обычно как? Он вернулся в доту после 19-го инта, когда OG второй раз победили. Он этим зарядился, готов был играть. Ну и поэтому инт отменили. Не видел мотивации играть. Хотя вот снова же, за 1,5 месяца до всего того, что он сказал, там, что он хочет там, завязать с дотой и так далее, я это уже видел по человеку сразу. И у нас был сбор общий по этому поводу. Мы приняли решение дать ему еще время. Ну вот, в принципе... Он сделал свой выбор. А как ты лично выходил из этого состояния и в какой период это все было? Ну, после инта в 2018 году, очевидно. То есть... Очень долго. Очень долго. Я полгода выходил из этого состояния. Что тебе помогало? Хорошо. Общение с определенными людьми. Ну и, конечно же, сама дота, она не стоит на месте. И в нее интересно играть, вне зависимости от турниров. Ну, то есть когда у тебя был... определенный патч был, определенные герои, дота снова стала мне завлекать к себе. В принципе, вот так и вышел. Но эта работа была с психотерапевтами, со специалистами или просто со своими друзьями? Ну да, можно сказать и так. Все по чуть-чуть. А есть ли кто-то из проигроков, которые тебе действительно давали какой-то полезный совет, с которым ты мог обратиться всегда, и они могут тебя поддержать? Есть ли такие люди? Если честно, конкретно в доте нет, не было таких людей. То есть это вне доты люди. Ну, один был в доте, но незначительно, его никто не знает. То есть, в принципе, он такой. Он просто играет ХММР паблики. Ну, эта история, этот момент с психологией, с тем, что команды все больше привлекают психологов к работе, он проходит красной нитью, наверное, сквозь все команды и, в принципе, весь сезон. Кто вообще самый устойчивый в эмоциональном плане среди дотеров, как ты думаешь? И какие дотеров? Команды, да, вот насколько это вообще важный фактор сейчас? Из всех тех, с кем я играл, скорее всего, это, я думаю, Айрат был. Silent, вот он максимально устойчив был ко всему. И всегда подходил с холодной головой практически к каждой ситуации. Вот что мне очень сильно нравилось в Айрате, то, что он всегда мог принять решение на холодную голову. Как думаешь, СНГ игроки и, допустим, европейские игроки отличаются в этом плане? Конечно, конечно. У дотеров, в СНГ менталитет, как сказал один человек сегодня утром, пока петух не клюнет в задницу, ничего не произойдет. То в СНГ всегда так было. Даже, кстати, там лучшие СНГшные годы, когда все турниры были... Там, топ-3 точно заходили. Даже Na'Vi, те же первые с хвостом, Дэнни, они тоже по лузерам всегда. Вот, то есть, пока не проиграют, не начнут заряжаться, ничего не происходит. Ну, в принципе, такой вот у нас менталитет. Нас больше всего мотивирует и конкретно поражение, а не там победа, допустим. Не знаю почему. Мы не ищем легких путей. Да, в Европе приведу примеры, допустим, Пупеха, который играет больше всего пабликов вообще в мире. То есть сайт, на котором видно. Вот он выиграл там 7-8 турниров.
Да, к вопросу о том, в чем секрет успеха Secret, да? Да, Пупеев, он играет снова же больше всех в доте. Флай говорил в интервью тоже о том, что ты, в принципе, один из самых сильных игроков там, в СНГ или, может быть, вообще в доте, если ты не загоняешься, что называется. Ну, у каждого есть свои проблемы, понимаешь? Каждый может сказать, там, я самый сильный, только убери то-то, то-то, то-то. С этим надо работать, с этим надо справляться. В принципе, как только это фиксится, конечно же, ты можешь стать сильным игроком. Но я таким себя не считаю, пока вот не пофикшу то, что мешает мне как раз стать тем, кем Флай меня выставлял. Как ты сейчас оцениваешь свою форму? Или... На 7 из 10 где-то. На 7 из 10. Ну да, довольно... корона тоже влияет, потому что ты не всегда можешь себя заставить тоже, потому что, нету цели, я говорю, для дотера. Вот так сложилось, что в доте все сводится к одному турниру. И когда его нету, очень тяжело черпать мотивацию. Ну, то есть тогда, когда все игроки могут отвечать, что Инд — это не сама цель, что, в принципе, все турниры важны, это все лукавство, да? Да. Ну, не для всех, возможно. Ну, большинство дотеров подавляющее большинство дотеров думают конкретно так же, как я только что описал, в принципе. Вы заехали на буткэмп с командой, ты там говорил тоже, что это, в принципе, не очень необходимо, но так уж вышло. Почему? Это очень необходимо. Ну, не очень необходимо в той ситуации, в которой мы были. Сейчас же снова уже DPC-турниры, как я понял, вроде анонсировали. Ну, там снова разделение на регионы будет, и как раз сейчас уже стоит вникать в это все. Как буткэмп изменил вашу рутину? Какой у вас план на тренировки? Вообще расскажи, видишь ли ты уже влияние буткэмпа на вашу игру? Прогресс есть, но я бы не сказал бы, что с буткемпом это пришло. То есть это и до этого было, пока мы не понимаем, что делать на буткемпе и чем он нас плюсанет. Вот мы пытаемся это понять. То есть это тестовый буткемп, просто чтобы, во-первых, выйти из зоны комфорта, чтобы каждый там почувствовал себя не дома, а в гостях. В принципе, ради этого. Ну и посмотреть, как это будет эффектить на нас. Потому что на ланах ты тоже приезжаешь, ты играешь не в своей тарелке, в принципе. А мы, как люди, которые уже больше полгода не ездим на ланы, так как нету из-за короны, все уже отвыкли от буткемпа, вообще от того, что ты меняешь место там, где ты играешь. Но это же влияет на какую-то вашу, я не знаю... Конечно, это первое, что дружность. Это в голове на самом деле. Ну, то есть тебе как-то неудобно, ты локоть не так поставил, и все, у тебя эта мысль в голове вот так вот. Вообще, в целом, турниры онлайн, все, конечно, возмущаются, там, КСеры наши тоже все переживают. Как в доте? Онлайн играть в турнир легче? То же самое, что на лане? Нет, труднее, конечно. легче? В Нет, чем конечно. разница? Онлайн, во-первых, сейчас, мне кажется, что из-за того, что онлайн-турниры, сейчас общий уровень команд, он стал слабее. И сама дота уже менее сильно развивается, как это было до. Допустим, можно было сравнить там 5-й инт и 8-й, там будет колоссальная разница. Сейчас же взять этот промежуток полгода, и видно, что люди, не прям уж сильно развиваются. Вот. Это мои наблюдения, исключительно моя позиция. Давай немножко пару слов о ESL One Germany, который сейчас идет. Что скажешь по формату, по вашему будущему на этом турнире? Чувствуешь ли ты, что вы можете, не будем конкретные называть там места или что-то еще, не будем туда сглазить и все остальное, но просто насколько ты амбициозно относишься к результатам на этом турнире? На самом деле, судя по тому, как все играли, снова же можно как минимум в топ-3 зайти спокойно. Мы посмотрели уже, как остальные команды играют, не знаем, полную силу они играли или нет, но мы сейчас чувствуем себя уверенно, просто у нас есть В общем, если у нас не будет стрессовой ситуации, я думаю, что в топ-3 мы легко можем зайти. Я вам желаю, чтобы этих стрессовых ситуаций было как можно меньше, лучше вообще не было. Ребята, спасибо большое, что посмотрели это интервью. Богдан, спасибо большое, что уделил нам время. Лайк, подписка, все это внизу. Друзья, комментарии оставляйте. Вопрос Богдану, возможно, он их прочитает и ответит в каком-нибудь другом интервью. Спасибо всем еще раз большое и всем пока.